Тан-та-тан, та-та-та-та-та-тан, та-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 тан, та-та-та-тан, та-та-та-та-тан, та-та-та-тан. Короче, фильм про то, как оно было и как оно стало, и на какую сумму это вышло. Что я думал по этому всему поводу, когда снимал фильм специально для подписчиков. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Тут просто можно рыть и до дна не дорыть, сколько здесь было проделано работы. В общем, жду вас всех за просмотром данного фильма. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В фильме снимались КТ-603 белые, микросхема в 140 корпусе, 603 новые, 801 с желтым пятаком, полевики новые, импортные транзисторы. В общем, резисторы, новые микросхемы, односторонка, БУ-603, всякие такие радиодетали. Полевики БУ, полевики белые, К-52 первые, КМки оранжевые, КМки зеленые, микросхема черная, немного резисторов, односторонка, полубочонки, РС-10, ПКТ пластмасса с отверстием. В общем, жду вас всех на канале. Это фильм про то, как оно было и как оно стало, и на какую сумму оно получилось. Добрый вечер. Приветствую всех зрителей и подписчиков канала. Сегодня на канале у нас будет мега-супер огромная посылка из 4 мест от подписчика Володимир Миколаевич из места Харьков. Эта посылка, она в очереди больше недели. Вот. То есть подписчик сильно на меня не давил и не настаивал, потому что я такие посылки, в принципе, стараюсь не брать в таком виде. То есть это абсолютно загадка. Видео будет очень интересное, я надеюсь. Мы затронем много тем всяких, да, в процессе разбора этой посылки. То есть видео получается как бы и распаковка, и обучалка, и познавательное видео. Короче, 3 в одном, скажем так. В общем, что мы делаем? Это у нас 3 место. Я по порядку взял, как они стояли, коробки. Так я и брал их. Вот. Короче, будем посмотреть, как говорится. Так. Что я хочу сказать. На данный момент картина меня не радует. В общем, коробка с платами. Вот это вот такой вот мусор, короче. Я, конечно, это все разгребу. Вот такая плата с деталями. То есть СПшки, микросхемки, КМки. Короче, ничего не готово. То есть все, именно все то, что, короче, если скажу сразу наперед, на будущее. Посылка в таком формате и вот в таком вот виде, как она есть, я могу сказать, что это очень долго ждать. То есть, если именно на распаковку, то ждать, я думаю, что долго. Вот. Если не на распаковку, не сильно долго, но ждать тоже придется, потому что я такие посылки в самый последний, как говорится, в последнюю очередь их перекладываю. Вот. Так что как-то так. В общем, первая коробка у нас не сильно интересная, я бы сказал. Я ее пока отставлю в сторону и пойду возьму вторую коробку, та, которая нас в первую очередь интересует детали россыпь.
В общем, на паузу поставлю пока и пойду возьму вторую коробочку. Так, в общем, вот это вот уже у нас повеселее, конечно. Так, второе место, Владимир Миколаевич. Все четко. Вверх. Подписано вверх, это хорошо. Это у нас уже, конечно, покруче будет. Почему начинаю, именно хочу с россыпи начать, потому что нам надо, чтобы начало видео было интересное. То есть зрителя нужно заинтересовать. Это самое главное. Короче, интрига. Так, мешок. Бонусом. Вот такие коробочки у нас тут есть. Так, вот эти вот штуки я буду закидывать в ту коробку, которая первая была. Буду перебрасывать, короче. Вот такая коробка. Вот такая коробка, короче. Опа. И вот такая вот у нас тут на дне, короче, картина. Что мы делаем? Мы это все тупо высыпаем. Диод упал. Ну, в общем, как вам такое мероприятие? Вот на что меня, короче, подписчик. Так, будем сразу откладывать просто приемные в одну кучу. Сейчас возьму коробку небольшую. Вот такая коробка у нас будет. Сюда мы будем сбрасывать неприемные. Короче, всякий мусор. Вот. Короче, в эту коробку мусор полетит. Как раз, если те зрители, которые, конечно, хотят полностью видео посмотреть без всяких перемоток, таймлинии я, конечно, сделаю. Вот. Но те, кто будет смотреть без перемоток, тех, кто, ну, тем, кому интересна эта тема, для них можно будет, им, ну, они смогут набраться опыта, как говорится, да. Вот, короче, буду медленно делать. Я не знаю, насколько это видео получится, конечно. Я, конечно, жду критики в комментариях по поводу длительности, как обычно. В общем, что мы делаем? Мусор. Вот запоминайте. Короче, что я буду выкидывать? Мусор. Это, ну, КТ пластмасса с отверстием микросхема. Это на проверку. Это откладываем туда. Это, короче, ну, мусор в коробку. Это в коробку. Это в коробку. В коробку. В коробку. Вот это у нас... Сейчас, где кусачки? Вот это у нас 100 гривен килограмм. Откладываем. 100 гривен килограмм. Откладываем. Сейчас я, наверное, еще небольшую коробку возьму. Сюда будем складывать вот такие вот запчасти. Вот гайки, видите, я откручиваю гайки. Их быть не должно. То есть сейчас мы поскидываем туда в коробку. Сразу говорю, я таким
заниматься не буду. Поэтому попрошу, огромная просьба, попрошу не отправлять в таком виде. Вот. Почему? Потому что я этим заниматься просто не могу. У меня зрители и подписчики канала, которые самостоятельно это все делают, они меня просто не поймут. Просто меня не поймут. И им придется ждать, пока я буду заниматься вот такими вещами. Вот. Не, если на видео, то можно договориться. Можно договориться, но вообще лучше не делать так. Вот. Лучше готовьте сами и все сортируйте, подписывайте, отправляйте, чтобы у вас все четенько было. Потому что если вы, допустим, если те зрители, которые меня сейчас смотрят, и у них в жизни был такой опыт, что они вот в таком все виде, по незнанке кому-то отправляли под честное слово, а потом им молча сбрасывали за это деньги, скажу сразу, что не уверен, что вы получили именно ту сумму, которую это стоит. Маловероятно. Так, 903. Ну, эти сюда отложим. Вот, допустим, те, которые я говорил, что надо вскрывать, да? Я, конечно, все понимаю, но я их откидываю сюда. Я не буду этим заниматься, играть в эту лотерею, просто тратить на эти детали время. Вот. Видео у нас, так скажем так, 2 в 1. Обучалка плюс распаковка. Вот. Поэтому вот смотрите и запоминайте, как все должно быть. Подписчик Владимир, он вообще так, немного неправильно сделал. Вообще с этим не стал заморачиваться. Абсолютно. Я честно вам скажу, я старался убедить, писал, что может быть, возможно, вы все-таки сами, но подписчик ни в какую со мной не согласился. Просто ни в какую. Он сказал, хочу видео и все. Ну, я сказал, тогда будете ждать, когда у меня время освободится. И он сказал, что вообще не вопрос. Вот это вообще мусор. Такие релюшки. У кого есть такие релюшки, там контакты на MIDI. Так. P2P1T. Неприемный. Так. Такая вот мотота. Ну, запоминайте, что я отбрасываю просто и все. Вот. Тут, допустим, вот SP0. Ну, короче. Вот это мусор. Такие конденсаторы. Так, этот сюда полетит. Такие вот разъемчики. Помню, когда-то бегал, искал в приборе, сломан был. Так, кнопки. Короче, что тут только нету, я смотрю. Я таймлинии поставлю, так что не переживайте, что придется долго смотреть или наугад перематывать. Я серьезно подойду к этому вопросу. Вот такие вот диоды. Ну, я их вот так вот все тем кидаю просто и все. Так, 808А за 60 гривен. Вот, пожалуйста. Так, сюда его. Так, это сюда. Вот такие диодики. Короче, запоминайте. Я знаю, есть подписчики, много подписчиков, вот с кем общаюсь. Многие через вот это проходили. Шли в гараж, доставали детали, сидели, вот это все перебирали. Ну и плюс фотки мне скидывали, я подсказывал там.
То есть многие через это прошли, короче. Так что не надо тут вот злорадствовать надо мной. Не нравится. Я вообще, честно я скажу, я не люблю вот это вот. Я через это уже давно это все прошел, как говорится. Я специально на канале выкладываю побольше длинных видео, чтобы вот в таком виде оно не было. Ну, я думаю, просто, может, у подписчика Владимира, у тезки у моего, просто на это, наверное, времени нет. Может, мало ли там человек работает, может, там, ну, короче, всякое бывает. Вот. Ну, я так скажу, я бы мог и не согласиться. Так. СП-3 37. 82 год, проходная. До 87 года вот такие вот. Так. Я как бы, ну, я не, это не понты, и я тут не пытаюсь что-то тут из себя строить. Я просто говорю прямо, что я не могу такие брать, ну, такие посылки брать в принципе. Вот. А почему? Потому что я в этом во всем завязну просто. Завязну и не вылезу с этого, со всего. Есть много приемок, которые готовы у вас с радостью такое брать. Вот. Но я не знаю, что от этого, что вы с этого получите, если честно. Вот видите, я полубочонки сразу беру, сразу скусываю их под корень, ну, практически, да, под корень, чтобы потом их можно было взвесить. Вот. Ну, вот это вот то, что я сейчас перебираю, это вершина, ой, точнее, это самое, как это правильно сказать, смешное, что вообще есть в этой посылке. Вот там коробочки, которые я первые достал, вот там, конечно, уже будет повеселее. Там будет уже неплохо так, я вам скажу. Так, поработать не дадут, вот честно. Так, продолжаем дальше. Еще один СП5, СП3-37, 82 год, проходной. Так, что у нас тут еще есть? Оранжевые КМки на платье. Вот. Вот эти желтые без года, я их трогать не буду. Так. Вот. Специально... Не, ну... Так. Так, погнали дальше. Микросхема с видимой позолоткой. Сейчас покажу. КМ-ку отсюда откушу. Так, а вот видно, да? Желтенькая. То есть, в принципе, можно ее и не проверять. Как я их обычно с плат снимаю. Ну, если, конечно, оно не особо геморно. Вот так снимаю с плат. А вот это вот можно уже туда в ящик выкинуть. Так, с обратной стороны ничего нет. Так, идем дальше, идем дальше. Что у нас тут осталось? Я вот смотрю, что-то у нас тут уже и ничего и не осталось, в принципе, приемного. Надо внимательно просмотреть. Гайки, резисторы. Сейчас я камеру ближе сделаю, чтобы всем видно было. Что у нас тут осталось, короче. Вот такие детали. Ну, для более детальной, конечно, консультации многим тяжело даже так запомнить, в принципе, я не осуждаю. У каждого как бы к этому свое, как говорится, понимание этого всего. Кто-то может в этом хорошо разбирается, а кто-то может в чем-то в другом хорошо разбирается. Ничего здесь такого нет. Если какие-то уточнения нужны будут, если вдруг у вас есть какие-то детали, похожие на эти, и надо что-то уточнить, вы просто в Telegram фотографии сбрасывайте, я скажу, приемная, неприемная. А то бывает, подписчики пишут там, блин, извините, что там беспокоим, там, вот там я вот вас там типа надоедаю, вам скидываю фотографии, да я вообще не впадлу ответить. Если у меня есть время, я зашел, ответил. Нет времени, ну, зайду через час, отвечу, как бы, ну, проблем никаких нет.
Вообще, абсолютно. Так что не стесняйтесь, пишите. Проблем абсолютно нет никаких. Что это, светодиод какой-то? Белый. Короче, что я хочу сказать. Остался только мусор один. Вот, тупо мусор. Все, камеру назад возвращаем. Чик-чик-чик. Сейчас я это все туда высыплю, и мы пойдем к следующему. Это на магнит можно собрать. Ну, а это уже можно рукой собрать. В принципе. Так, и вот это тоже мусор. Фух, так. Ну, вот эту маленькую коробочку, да, забацаем. Что я хочу по поводу этих диодов сказать? Туда их. Туда их тоже. Примерно то же самое, да? Туда их. Так, тут у нас что-то повеселее, да? Что у нас тут имеется? Вот эти переключатели VDM1. Сюда их. P. Можно, кстати, перепутать, как будто ноги, да, позолоченные. Но это лак. Вот он у нас какой. А это просто лак. Так. Тоже белый. Эти сразу ноги обрезаем. Оп. Белый. Видите, крышка съехала, он белый. И здесь то же самое. Крышка съехала, он белый. Так, что у нас дальше идет? Вот такой кабанчик. Вот этот кабанчик у нас. Сейчас мы его переберем. Так, я тогда коробку убираю, будем брать пока то, что в кульках. Погнали. Что я хочу сказать по всему этому поводу? Сейчас узнаете. Вот так хочу сказать. Так. Что у нас дальше идет? Фу-фу-фу. Как вам, дорогие подписчики, такая картина? Так. Импорт. Вот эти белые сразу отсюда. Тоже импорт какой-то. Металл. Металл, пластик. 2 ТС 613. Белая. Сейчас я ножиком краску сниму. Как вам такой прикол? Она-то такая, да. Что это? Краска какая-то, да. А вот вам прикол, как вам такое? Короче, кто бы вам еще такое показал, как не я. Короче, желтая ТСК сборка. Это дорогая сборка. Так.
это вот все мусор. Короче, нормально мне тут. Вот желтенькая, да, хорошая, тоже не дешевая. Так, сюда ее. Что у нас тут? Ну, это мусор. Мусор. Мусор панелька. Так. Вот эту крылатую можно сразу откладывать к приемному. Вот эту крылатую тоже к приемному можно откладывать. Это мусор. Это импорт. Ну, хороший импорт. Видите, какая, блин, с желтыми ногами. Не каждый день такой встретишь. Так. Что у нас еще тут? КМ. Керамика вот такая вот. Такая с прослоечкой, короче. Я их не люблю, эти микросхемы, с ними проблемы при проверке. Вот. То есть у нее может быть внутри кристальчик желтенький. Короче, я не буду их вскрывать. Это тут у кого есть керамика, попробуйте сами повскрывать. Еще раз сейчас покажу, вот где у него, вот где прослоечка идет, вот это, ее надо пополам. Пополам надо разломать ее. Вот. И внутри, возможно, там желтенький такой квадратик есть, и это будет 3 гривны. Вот. То есть я их беру только если они самостоятельно вскрыты. Я их вскрывать не буду. Не умею, короче. Так. Что у нас тут есть? В принципе, все, да. Единственное, что теперь самая большая проблема проверить это все. Что за микрушка? 1901. Часовая микросхема, что ли? 92 год. Бам, сломал. Вот взял зазря, да, сломал. Белая, короче. Так. Чую, я сейчас эти микросхемы покусаю. Пока я их покусаю, у меня уже сил просто не будет дальше. Вон белая. Светодиод белый в никеле. Так, вот это тоже, что оно тут у нас делает? Все это мусор, мусор, мусор. Вот такая керамика, мусор. Крылатая микросхемка с ушками. Вот сюда ее. Вот эти малыши, это импорт. Я их проверять даже не буду. Я их сейчас все складываю в руку и высыпаю. Так, вот такие вот мелкие. Но это именно импорт на 6 ног. Так. Что у нас тут еще? Занятия, конечно, не из легких, я бы сказал. Последний раз, наверное, такую посылку, такого плана посылку, последний раз, наверное, принимал года пол назад, может, год назад. Тоже так получилось, что подписчик сильно просил. Не помню, как это все было. Но помню точно, что было такое. Так. Керамика. Вот такая вот керамика, короче. Сюда ее. Вот такая. Я уже знаю, что по-любому кто-то напишет в комментариях: ты что, не мог перемотать? Нет, не мог. Таймлинии поставлю. Можно будет самому перемотать. Так.
Такая вот керамика. Ее хорошо отличить, она матовая просто внизу, поэтому сверху лаковая, внизу матовая, ну тоже лаковая может быть. Ну, у нее характерное отличие, ее легко отличить от пластика. Такая она, короче, тяжелая. Придется паузы, конечно, делать по-любому. По-любому придется делать паузы, потому что закиплю тут. Ну, тут внутри маленькие мини... Что, камера не фокусируется. Мини КМ-ки вот тут маленькие, в этой, вот под пластиком вот здесь. Ну, он значок ракетки, короче. Туда ее. Так. Даже если в какой-то степени это видео получится каким-то сверхдлинным или нудным, у меня на это есть свой ответ. Это специфика данной распаковки. Вот. По-другому я сделать просто не смогу. Так вот с видимой позолотой буду сюда складывать. Вот. У меня, конечно, извините, но я К553 УД УД1А. Так, надо. К553 УД1А. Мне такие недавно нужны были микросхемы. По-моему, блок питания ремонтировал. Или там не К было. Не помню точно. Короче, сюда их отложу. Надо будет потом чаек пойду пить. Посмотрю, такая там была микросхема или нет. Чтобы зазря не ломать, себе оставлю. Так, желтая. Так, короче, желтый и с видимой позолотой. Вот они. Такие вот. Видно? Да, видно. Вот они. Я буду вот в эту сторону складывать. Желтая. Тут видимая. Вот когда вижу видимую, аж радуюсь. Почему? Потому что кусать ее не надо. Вот. Короче, фуфло. Так. Так, с видимой. Это радость. Так. Это у нас что? Плохо видно. Белая, короче. Туда ее. Так. Это импорт. В принципе, я не сомневался. Белый импорт. Так. Желтая. Блестит. Что с камерой происходит? Тоже желтая. Что-то мне не нравится это все. Так. А ну, сейчас как оно. Не нравится. Ну, так уже получше. Белая. Так, с видимой. К553 УД1А. Ноги целые. Тоже ее сюда пока отложу. Короче, в блок питания B5 43А ремонтировали. Там такие микросхемы, короче, повылетали. Пришлось с донорской платы забирать. Плату испортили, потому что ножки настолько тонкие на плате, что они сразу все поотлетали. Короче, белая. Это у нас что, половинчатая. Куснем ее. Белая.
То же самое. Та же песня, короче. Фух. Так, не видно. Сейчас ножку вот так вот заберу отсюда. Оп. Ножка у нас беленькая, значит микросхема белая. Так, это панелька мусор. Белая. Желтая. Белая, короче. Так, эти две с видимой, это хорошо. Белая. Белая. Я вот пока вот снимаю видео, вот сколько тут прошло, может полчаса, да, скажем так. Мне уже очень много людей в Телеграм написало, а я никому не ответил. Бывает пишут, вы что там игнорируете или еще что-то там, что вы не можете ответить. Желтая. Наверное, ж поэтому. Наверное, ж из-за этого, из-за того, чем я сейчас занимаюсь. Так, К553 УД1 отложу. Так. Белая. Сначала показалось, что желтая. Вот это желтая. Ну, сразу видно. Кто белый, кто желтый. Так. С видимой, отлично. Тоже с видимой, отлично. К553 УД1. Но я не помню, там, по-моему, УД2 было. Мы это уточним. Опять камера что-то не фокусирует. Или фокусирует. Керамика, короче, была. Так. Белая. Да, надо следить за камерой, потому что, чтобы все было хорошо видно всем. Белая. Вот К553 УД1, я ее раскусил. Она, кстати, белая, к сожалению. Сейчас я ногу одну вытащу, покажу на кончике. Тут. Вот, кончик ноги в разломе. Так. С видимой. Белая. С видимой. Зато в чем плюс этого видео, да, получится? Он получится в том, белое, что где бы подписчик и зритель канала бы не смотрел, да, какой участок видео, белое, он везде, на любом участке видео наткнется на переборку деталей. Ну, это в том случае, да, если человек в этом практически не разбирается, но у него есть какие-то платы, видимо, он хочет все-таки с ними уже закрыть вопрос. И даже если ему где-то в каком-то моменте становится скучно, да, и он хочет перемотать, он сразу попадает с видимой опять на переборку. То есть везде переборка сплошная, короче. Так, с видимой. Я бы удивился, да, вот так вот, если где-то перематываешь видео желтое, а там танцы какие-то. Нет, везде переборка. Везде переборка. Правда, можно попасть на... Видно, короче. Просто в каком-то участке видео можно попасть не интересные, короче, детали. А на каком-то участке видео можно попасть на очень даже интересные, экземпляры. Короче, белая. 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 Видимая. Так. Я вот эту микросхему сейчас добью. И... Блин, сколько их там еще? Просто какая-то жесть.
Так, белая. Микросхему сейчас добью и пойду белая. Чаек попью, наверное, потому что надо отдохнуть. Не знаю, успею я. Желтая. Успею я сегодня. Ну, я думаю, что вот сегодня 9 марта, да? Я думаю, что я белая. Успею выложить видео. Вот. Белая. Постараюсь, конечно. Белая. Желтая. Белая. Импортная, но желтая. ГДРовская, короче. Улетела. Желтенькая, хорошо видно. Так. Фух. Белая. 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 Главное, чтобы на завтра вдохновление осталось по поводу видео. Потому что белая после сегодняшнего видео, вот этого мега огромного видео, у меня, наверное, сил уже просто не будет. Абсолютно никаких. Я и так очень долго готовился и разминался перед этим видео. Белая. Если бы у меня прям вот так вот сходу прям была бы мега энергия, я бы его в первый день как только об эту посылку желтая забрал, я бы его сделал. Но я так не знаю. У кого-то может это так, но я так не умею. Белая. Керамика. Белая. Желтая. Так, мне вот уведомление пришло. Мне уже начинают писать вопросы, почему я игнорирую. Почему я игнорирую, не отвечает ничего человеку. Ну, почему я игнорирую? Кто скажет? Белая. Желтая. Кто-нибудь может сказать, почему я игнорирую? Так. Белая, короче. Тут видно. Отлично. Не кусать это уже в радость. Так, импортная на 6 ног. Белая. Белая. Керамика. Желтая. Белая. Белая. Вообще вот любая, да, любая приемка деталей, никто в таком виде микросхему не покупает. Только кусаная должна быть. Кусаная или с видимой. Все. С видимой. Вот такими вот занятиями, как я сейчас занимаюсь, это с видимой. Это просто, ну, недопустимо, скажем так. Так, белая внутри. Белая внутри. Это чисто видео. Я согласился ради любимых зрителей и подписчиков. Для них это сокровище. Вот. Желтый. Для них это просто мега сокровище. Белое. Увидеть подробный видео разбор. Вот. Это вам не шортс. 1 минута и до свидания. Так, желтая. Желтая. Возможно, когда-нибудь лет через 5-10 в школе появится новый предмет. Добыча радиодеталей. Так, желтая. Будут учить. Учитель будет, короче. Будет доска.
желтая, парты там, журналы с картинками, с радиодеталями там, обучение, короче, все дела. Так, белая, шучу, конечно, не будет такого никогда. Так, белая, желтая, белая, белая. По-моему, с видимой, но плохо видно, да, желтая. Желтая. Белая. С видимой. Тут не видно. Вот это с видимой. Эту сейчас куснем. Белая. Я их сейчас разложу вот так вот, чтобы убыстрить, как говорится, вопрос этот. Так, это желтая. Это импортная шестиногая, это маленькая. Это вот так вот их. Как импортная шестиногая, это обычные восьминогие. Вот это с видимой, сразу ее откладываем. Эти сюда. Эту сюда, сюда, полубочонок. Еще полубочонок. Эту сюда. Сюда, сюда. Так, погнали. С видимой в кучку. Так, шестиногая импортная в мусор. С видимой в кучку. Будет смешно, если подписчик, который посылку отправил, то есть 4 мест, он, ну, Владимир Тезка мой, он не посмотрит видео до конца, ему надоест. Ну, но это будет некрасиво с его стороны. Я надеюсь, он до конца будет смотреть. Это мучение. Так. Фух. Желтая. Так. Желтая. Белая. Желтенькая, вон видно, да? Так. Желтая. Белая. 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 Желтая. Желтая. Ну, в принципе, я скажу, что такой процент белых не сильно уж и большой. Белая. Вот. Белая. Нормально еще. Белая. Нормально еще получилось, скажем так. Белая. Желтая. Белая. Желтая. ДДРовская микросхема. Он мог попутать с желтым, но то лак, а вот белая ножка. Можно и перепутать, конечно, спутать. Так. Ну, это не страшно, как бы, но все равно. Многие вообще путают лак. Лак путают с желтизной на ногах. Так вот пару раз присылали человеку.
человеку пишу, говорю, у вас тут вся микросхема белая, просто в лаке она. Ну, блин, а как так? Ну, я маленький видеоотчет снял, что там она вся белая, на раскусывание желтая и все. Человек расстроился. Так, желтая. Немного осталось. Ну, это только начало, конечно. Только начало. Там еще в посылке осциллограф лежит. 4 место. Не знаю, хватит у меня на него сил, не хватит. Вот. Ну, там мы с подписчиком договорились за 3500 осциллограф. Вот. Ну, на лом, грубо говоря, да. Осциллограф S1 77. Вообще хотел его на видео включить, но я не думал, что настолько тут по деталям, конечно, такое количество будет. Единственное, что вот эта микросхема желтая, это самый гемор. Самый гемор с ней, конечно, белая. Желтая. С видимой. С видимой же? Да. Так. Белая. 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 Желтая. Белая. Желтая. Желтая. Белая. Желтая. Вот, пожалуйста. Белая. Но ветеранам радиодеталей, может, это и не интересно будет смотреть. Желтая. Ну, им, может быть, будет интересно посмотреть саму кульминацию, да, что у меня из этого, из всего, что я тут выберу, получится. Белая. А сам процесс профессионалам не интересно уже будет просто. Вот. Мне бы тоже такой процесс, если бы, ну, я, да, ну, я как человек, который в этом хорошо, ну, не прям хорошо, но практически хорошо, да, разбираюсь. Белая. Мне бы не было бы интересно смотреть, допустим, кусание микросхем белая. А какой-то итог, прямо, да, вот увидеть, да, он что, да, вот, блин, реально человек столько перебрал, что интересно в конце там получилось. Такое, конечно, интереснее было, да. Ну, тем не менее, если навигация есть на видео, тоже белая. Фух, все. Фух. Так, сейчас тогда сразу полубочонки, ноги, да, зачистим. И можно будет сделать мне паузу небольшую, я надеюсь. Хоть время гляну, а то не могу время посмотреть. Буквально сейчас минут 10 попью чаек, разомну руки и дальше продолжим. Как раз вот эти микросхемы посмотрю, нужны они, не нужны. Парочку оставлю в запас. Так, в общем, всем спасибо, что остаетесь со мной на линии. Вот. Я не знаю, я не думаю, что смотреть это намного тяжелее, чем, допустим, вот это делать. Поэтому я надеюсь, что все со мной остаются на связи. Никто не выключает видео, все ставят лайки, пишут комментарии. Я сейчас тогда на паузу поставлю. Вот с этими микросхемами разберусь, посмотрю. И мы продолжим дальше. В общем, продолжаем. Сразу взял пакетики. Вот эти вот К553 УД1А. Я не думаю, что они мне не нужны. Я так понял. Вот. Поэтому я их раскусываю и выбрасываю. Белые. Ну, я так понял, они все белые. Ну, я так понял, они все белые. Короче, вот
такой пакетик 2 грамма весит. Его можно будет и не оттаривать. Я у него сейчас микросхему все соберу. Тут с видимой. Что у нас тут? Это у нас белое. Так. Микросхемку сейчас все соберу. Будем все делать так, как положено, чтобы все знали. И вот если у вас есть детальки, да, вы их сортируете, там перебираете. Вот у вас, да, вот примерно как у меня все идет. Вы не поленитесь, купите вот эти zip-пакеты, они не сильно дорогие, пачку там их купите. Вот. И все, и у вас будет все хорошо. Так. Сюда полубочонки закинем. Конечно, далеки мы еще от финала. Ну, ничего страшного. Вот так вот у нас пока все это будет дело лежать. Вот. Это мы сейчас уберем отсюда, чтобы поменьше было мусора этого всего. Так, ну в принципе так уже получше, да? Так. Так, это головка с этого самого, с магнитофона, по-моему. Короче, сюда ее. РС-49 неприемная. Это кварц неприемная. Это этот самый, ну на платах стоят алюминиевые, эти катушка там. Забыл, как это называется, фильтр или как правильно, не помню. Короче, сюда его. РС-49 без маркировок сюда. РС-47 туда. И еще две 49-х, короче, туда. И у нас еще вот эти фильтры, короче, алюминиевые. Туда их. Что у нас остается? 201 РС-9 приемная. Мы ее откладываем. И по РС-10 идем. 302, 302. По полтиннику, по-моему, они. Так, тоже 302. Не видно ничего. Ну, наверное, 302. 302. 302. 302. Еще 302. Еще 302. И еще 302. Короче, приемные все. Отлично. Так, идем дальше. Вот это тоже еще эпопея сейчас будет с ними. МПшки, их можно сразу выкидывать. Вот они, МП, МП, МП и МП. Сюда. Эти кусать будем. Это МП. В мусор ее. КУ-101 куснем. МП в мусор. МП в мусор. В мусор. Короче, диоды в мусор. Еще МПшки в мусор. Эту куснем. Это куснем. Это 100% желтая. Так, кусать. Кусать, кусать. МПХ в мусор. Лампочка в мусор. Это у нас что? Лампочка белая в мусор. Это на... Это кусать. Кусать. Лампочка белая в мусор. МПшка в мусор. Еще МПшка в мусор. Это на кусать. Лампочка белая в мусор. Вот эти стеклянные диоды дешевые. 219, 223, 223 туда, 219 отложим. Так, 223 ведро. Так, 2У-101 куснем. Эти все кусать, этот в мусорку. Лампочка. Лампочки сюда, диодики.
МПшка в мусор. Этот кусать, этот МПшка в мусор, в мусор, в мусор. МПшка, лампочка в мусор. МПшка в мусор, в мусор. Что у нас тут? 220 какой? 223 в мусор. Не буду я их выбирать, не хочу. МП в мусор, в мусор. Этот коробок так и оставлю, если подписчик скажет, чтобы, типа, там, образно говоря, вернуть коробку, я верну, конечно. Вот. Так, это в мусор. Потому что по-любому сейчас в комментариях кто-то напишет: вот, ты там диоды 223 я не захотел откладывать. Я не хочу на эту позицию тратить свое время. У нас сейчас задача не в этом заключается. И что я тут выберу их? 20-30 штучек. На 2-3 гривны выберу. Смысла никакой, время на это тратить. В мусор. Так, этот сразу раскусим. Желтый. Сюда его. Лампочка, мусор. Этот кусать. Это мусор. МПшка, мусор. Пшка, наверное, желтая. О, видите как? Ну, это белая. Ну, это так для примера, почему я их выкидываю. Ну, я просто знаю, да. Скажем так. Если на корпусе МП написано, то вот так вот. То все. Смысла нет, короче. Вот, к примеру, да, вот он белый. То есть мне нет смысла на них время тратить. Так, 220 какой? 219 отложим. Они 1,5 гривны грамм. Вот этот сюда. Сюда. Я сейчас сразу однотипные все выберу с шапками. Так, этот сюда. Так быстрее будет, короче. Я так думаю. Так будет и быстрее, и лучше, и в целом, короче, вот так вот. Так, МП, МП. Сюда. Тоже МП, сюда ее. Это у нас желтая. Сюда. Это у нас каушка. Каушку куснем. Может быть, желтенькая пластиночкой с маленькой. Так. Эти сюда. МПшки сюда. Эту сюда. Еще 2 МПшки. Туда их в мусор. Пшка желтая. Сюда ее. МПшка. Самое что интересное, да, по цвету очень похоже, да. Но это МПшка белая. А эта Пшка, она желтая. Вот. Тут кому тяжело, допустим, сходу разобраться, кусайте все подряд. Крышки скусывайте. Вот. И будет вам счастье. МП. Ну или вот еще П, да, допустим. П27А. Она белая. Вот такая вот. Короче, все. Фух. Так. Это сюда. Сюда. Вот эти лампочки белые я сейчас выберу отсюда. Тоже, чтобы они не мешали. Так, вот это вот 219. 219. Отложим. Светодиоды сюда. Это неприемный сюда. Этот сюда. Еще светодиод. Точнее, ну да, так. Пластмассовые светодиоды сюда пока. Фух, вот это да, обычный диод. Короче, сюда их в мусор. Вот эти вот диоды, которые копеечные, я их все туда, в срезку. Так.
Так, и осталось у нас, в принципе, не такая уж и сложная работа. Белый, они походу все будут сейчас белые. Белый. Белый. Но я не буду останавливаться перед этим всем делом. Я максимальное количество их сделаю раскус. Почему? Потому что надо быть наверняка уверенным, что они все белые у нас. Белый. Потому что их тут прилично, как бы количество приличное. Вот тоже белый. Маркировки у них у всех, я так понял, одинаковые. Белый. Тоже белый. Тоже белый. Короче, все они белые у нас. То есть я их приличное количество раскусил. Вот такая вот у нас у них маркировка АОД. То есть мы их сейчас все загребаем. И время на них не тратим. Так, это другой этот. Чтобы не забрать с остальными. Так, АОД. Мы их все вот эти белые выбрасываем. Так, еще один, да? Чтобы наверняка быть уверенным. Белый. Так. Ну и отсюда еще тоже парочку выборочно кусну. Потому что надо быть спокойным за эти детали, что они реально все белые. Вот. Мне человек доверил, я ж не могу халатно отнестись к этому вопросу. Так, ну в принципе я вроде их все выбрал. Совсем мало на самом деле осталось их тут. Почти все в мусорку улетело. Белый. Да вот выборочно любой беру. Тоже белый. Все. И осталось у нас тут... Так, каушки сейчас кусну. Каушка. Ну, он есть пятнышко. Так. Сюда ее. Так. Тут тоже есть небольшое. Так. Копеечная деталь, но все равно какая разница. КАУ-101, короче. Кто не знает. Вот, а это подороже. Вот это, по-моему, 4 гривны. Тут сейчас покажу. Не хочет. О, вот такая вот тут пластинка побольше, такая 4 гривны, короче, стоит. Вот. Так, тут еще, наверное, да, есть. Тут обычная с пятном дешевая. Так, это у нас 603. Тоже 603. Этот кусанный уже был. Тоже желтый. Вот белый, да? А, это импорт. Импорт, короче. Белый импорт. Он вылезла шапка. И тут у нас импорт. Сейчас посмотрим, что она нам покажет. Оп. Вон тоже шапка слезла. Белый, короче. Так, и остались малыши. Малыши остались. Малыши желтые. Но они, скорее всего, все будут желтые. Так, эта лампочка нам не нужна. Этот. Белый. Прикольно. А чё так? Они в основном всегда желтые.
Бывает, а он слезла шапка, видно, он белый тоже. Такой же он, и этот такой же. Так, это желтый. Этот желтый. 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 Фух, опять уже начинает, короче, рука болеть. Оп, желтый. 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 Все, сделаем вид, что они у нас все желтые. Не хочу на это тратить время. Я их буду считать все. Так. Мне главное донести для зрителей информацию. Так. Вот эти сразу срежу ножки. Вот так вот сделали. Отлично. Вот это называется подготовленная позиция. И ее можно класть вместе с полубочонками. Вот такая вот у нас история получается. Так, идем дальше. Фух. Что у нас здесь? Резисторы. Это подписчик именно решил меня нагрузить. В таком виде не беру вообще, абсолютно не хочу брать. Это контакты серебряные на пластинах. Что у нас тут? Немагнитные. Я так понял, все немагнитные. Ну, я не знаю, как их считать, конечно. Честно, не знаю, как их посчитать. Я их отложу. Потом с подписчиком за них решим отдельно. Потому что я не отпаиваю. Я только отпаянные беру. Вот, транзистор еще один. Только в отпаянном состоянии. Вот в таком виде я не беру. Короче, для меня это вообще очень проблемно. Мне тратить время на отпай контактов вообще я таким не хочу заниматься. Я, конечно, извиняюсь, но такие правила. Так, сюда. Фу, что тут дальше? Кондерчики неприемные. Короче, все вот эти алюминиевые кондеры неприемные. Так, этот диод. К53-4 не катит. К53-4 не катит оно. К53-1 только катит. К53-1. Так, К53-18, что ли. Короче, туда его. О, вот это хороший. Это серебряный. К52. К52-1. Сюда его. Так, это неприемная. Это навес. Это сюда. Так, это у нас тут что?
К-52-2. Такой у нас попался малыш 90 грин, по-моему. Так, что у нас тут? Кондеры неприемные. К-53-4, К-53-4, К-53, сколько? К-53-4 и МБМки, короче. Так, еще один дорогой. К-52-1, сюда его. И еще один. Вот так вот, оп. Сюда его. Камчанская зелененькая. Оп. Оп, улов. Так, маленькая К-52. Так, оп. Что это у нас? Железо. Опа, заныкался в кембрике. Сейчас мы кембрик снимем, покажем, что у нас тут запряталось. Так. Я что его снимаю, просто эти кондеры, они на вес идут, поэтому я кембрик срываю. Так, что у нас тут еще есть? Что это? К-53-4, К-53-4, еще один попался. Оп, оп. Ну, уже ассортимент у нас так увеличивается из того, что мы выбрали. Так, есть еще один попался. Ну и вот эти проверяю, может единичка попадется, это четверочка. Что у нас тут? Тоже четверочка. Походу единичек тут нет. К-53-4 это тантал необиевые конденсаторы. Так, еще один попался, и еще он один вижу. Хоп. Это дорогие они, дорогие. 13 гривен грамм, по-моему, вот такие вот сейчас стоят. Хорошие конденсаторы. Ну все, больше я тут ничего такого интересного не вижу от слова совсем. Эти я выбрал, К-52. Все, в принципе, ничего больше нету. Я не вижу. Если кто-то видит, ну, я не вижу абсолютно, от слова совсем. Ну вот еще диод. Ну и в принципе все. Все, это все туда в мусор. Короче, мусор. Для кого-то это, конечно, не мусор, но в нашей профессии, как говорится, это мусор. Так, продвигаемся дальше. Лампы какие-то. Так, ивки бэушные неприемные. Такие вот. Радиолампы не беру. Это просто лампа неприемная. Это какая-то генераторная лампа. Короче, нас она не интересует.
Так, туда ее. Так, вот это вкусное, заманчивое, да? Я пока в сторону отложу. Легко ничего не будет. Так, мне надо... Что мне надо сделать? Я, наверное, сначала сделаю вот так. Потому что сейчас будет беда. Если я сейчас сделаю то, что я хочу, вот здесь будет беда. Поэтому мы... То есть пока оно у нас все в таком состоянии. Ну, в принципе, очень даже неплохо, я бы сказал. Ага, вот еще один. Оп, пропустил. Оп. Туда его в коробочку. Так, ну погнали. Вот такое вот. Короче, все. О! Фух, ну как вам это вообще все? Так, вот это буду откладывать сразу туда в коробку к приемному. Вот такое сразу можно будет кидать к неприемному. Так, пока пауза, звонят. Так, продолжаем процедуру. Короче, наша задача выбрать с кучи дорогие детали. Дешевые мы выбирать не будем. Про дешевые вчера было видео. Вот. У кого вот такое вот добро имеется, вы с него можете выбирать все, что хотите. Я весь мусор буду отсюда просто так. Мне нужен пакет с полубочонками. Я буду сразу это... Я не знаю, что мне делать с этой кучей. Вот, как на это отреагируют зрители, конечно. Вот. Но это, конечно, жесть. Вот, кстати, эти КС-ки кондеры. Вот. Ну, такое вот. Блин, сколько такого мусора на фотографиях присылают зрители. Это просто жесть. Просто жесть. Вот так вот, конечно, выбирать. Это просто, я не знаю, это дурдом. Вот прикиньте, да, вот так вот. КМки, это все это. А сколько людей вот так вот кому-то отправило деталей и получили за это 2 копейки. А сколько людей это просто выкинули. Это просто жесть. Это просто жесть. Когда-нибудь вот КМ-ка, вот, пожалуйста, да, в такой, в этой невзрачной такой. Да, ну если еще отсюда выбирать еще мелочь вот эту дешманскую, то это можно тут сидеть над этим, сидеть и сидеть. То есть вот это срезка. Все, я это высыпала. Ну, у меня там срезка вперемешку с мусором. Вот. Ну, у нас основная задача сейчас вот это то, что основная тема видео, скажем так. А все вот это вот остальное, я не знаю. Если подписчик скажет, что там, ну, короче, решим уже с ним потом отдельно, что с этим совсем мусором делать. Возможно, как-нибудь можно будет взять эту коробку и сделать хорошее видео про дешевые и неприемные детали. Вот. Как раз вот, да, там целая гора этого мусора, да, на видео перебрать, отдельным видео сделать, конечно, можно еще в принципе. Но в это видео оно уже не попадает. Не попадает. КМ-ка вот. Эта КМ-ка в несколько раз больше стоит
десятков, сотен раз, чем вот это вот, что у меня в руке жменька. Такого вот, короче, типа, ну, образно говоря, можно сказать, мусора. Так. Очень много приемных деталей здесь. Вперемешку, конечно. Жесть. Просто жесть. Ну ничего. О, КМ-ки. Вот на ровном месте сразу 3 КМ-ки достал. Вот. Это мусор. Оп. Ну и все. А тут у нас мусор. Так, что мне надо сделать? Мне надо отсюда выбрать вот эти детали. Вот эти детали. А вот эти мы сейчас почикаем и в кулечек. Да, конечно, главное, чтобы у меня получилось сегодня это видео выложить. Хотелось бы, конечно, капец, я даже не знаю, сколько на него времени уйдет. Это просто жесть. Так, КМ-ка сходу. Ладно, не буду время терять, я буду пока так откладывать сюда полубочонки на край. КМ-ка тут припаянная к дешевому конденсатору. Сюда. Так, тут ничего. Этот сейчас проверим. Так, тут у нас полубочонок один. Этот проверяем. 801. Опа. Смотрим. Короче, дешманский транзистор 801. Они не все такие. Есть просто без ничего. Так, вот желтенький квадратик. Сюда его ложим. Это в мусор. КМ-ку вижу. Самое главное добраться до нее. Остальное не важно. Так, ну вот КМ-ка есть. Полубочонки. Раз. Опа, оранжевая КМ-очка. Так. И зеленая вот. Ну, в пленке, но то мы ее почистим, конечно. Так. Все. Так. Оп. Так, тут у нас вот так вот получилось. КМ-ка. Капец, КМ-ок сколько. Так, сюда. А это сюда. Это мусор. Это мусор. Это мусор. Так, КМ-ки. Хоп-хоп-хоп. Полубочонок.
Это мусор. Так. Так, этот у нас туда. Это сюда. Так, это забираем. Сюда его пока положу. Так, мусор. Так, это сюда. 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 Еще полубочонок. Так, наверное, сейчас пойду еще на перекур. Что-то у меня уже и спина болит. Так. Ну все, в принципе, тут ничего нет. Капец, я хренячу эту кучу, а она не уменьшается. Это все потому, что я добрая душа. Надо было заставить подписчика, чтобы он сам сидел над этим всем делом. Потому что 99% случаев подписчики со мной в личке переписываются, скидывают фотки, а это то, это там надо, это не надо. Вот так вот над своими кучами и сидят. Так, это нормально. Это нормально. Это сюда, короче. Это сюда. КМ-ка. Ну, на общей массе, конечно, капец, да, какая маленькая жменька получилась. Вот она, да. И сколько я уже выкинул. А, ну так всегда. В основном все запчасти, они как бы мусор. Основная масса. Ну, когда вот так вот сюда, с копом. Так, есть. Так, вот этот отложим. Желтый может быть внутри. Так. Это мусор. КМ-ки вот тут у нас. Ну, КМ-ок нормально попадается. Так, это мусор. Фух. Так, вот эти сразу. Раз, два, три, 4. Откладываем. Кусанем их. Микросхема. Отложим. Мусор. Опа. Так. Так, сюда. Так, на сколько ампер предохранитель? На пол-ампера. Не, такой не нужен. Есть такие. 2 ампера всегда в дефиците. Так. Этого сюда. КМ-очка. Опа. Так. Опа. Оп. Есть. Есть. Так, все. Так, SP514 резистор. Приемный. Откладываем. Что за релюха была? Серебряная какая-то. Рэк, что ли, какой-то. Так. Убираем. Что у нас здесь? Варикапы. Туда их. Так, еще один 801 уронил. Так. Сюда его МПшка, кондеры, железо,
Это у нас что такое? Болгарская КМ-ка. Откладываем сюда. Ничего больше здесь такого нету, в принципе, интересного. Так, идем дальше. Так, диоды в коробку. Гайку сразу скрутим. Так. Оп, SP516. Приемный. Это я еще даже до плат не дошел. Ну, подписчик мне сразу сказал, его все, что его интересует, основное, это детали. Вот. С платами. Платы я не уверен, что они попадут в это видео, потому что это просто нереально по времени. Так. Так, это откладываем. Платы либо на следующее видео попадут, либо вообще не попадут. Вот. Почему так? Потому что нет времени на это, если честно. Так. Короче, такие вот дела. Ничего нету. Что это у нас такое? Это нам не надо. Тоже какие-то светодиоды. Так, это мусор. Так, 801 сюда. МП в мусор. Хочется немного как-то это все как-то правильно сказать, в кучу все собрать и начинать ее вот так вот под это самое. Так, с желтыми ногами в коробку его. Так уже в принципе повеселее. Так. Ну, скажу так, что, конечно, как это правильно сказать, не в тонусе я уже. Не помню, когда последний раз таким занимался. Вот. Скажу так, что тяжеловато, конечно. Не стоит оно того, так скажу. Это чисто для контента. Так. А сидеть выпаивать платами заниматься, это, конечно, и то еще удовольствие, которое просто, получить как раз-два. Оп, КМочки. Не, с платами на сегодня на меня уже точно не хватит. Я уже чувствую, что все, приплыли. Так. Тут еще с радиодеталями неизвестно с этими, сколько времени еще займет. Я даже не уверен, что это половина. Я даже не уверен, что на данный момент мы на половине. Потому что еще одна коробка не распечатанная есть. КМки. Так. То есть и в конечном итоге же еще все перебрать надо. То есть то, что оно отобрано, приемные детали, но это же еще не конец. То есть нужно же их перебрать
и подбить общую сумму. Так, вижу деталь. Так, тут ничего, а вот тут есть так, железо. Вот она, вот такая вот. Так, сюда. Так, полубочонок один, это туда. Так, тут КМ-ка и полубочонок, а это сюда. Так, что у нас, наверное, за надписи есть какие-то? К-53-4, не годится. Так, КМ-ку вижу. Так, это мусор. Мусор. Так, 311 надо забрать, кусануть его будет. Я его сразу кусану. Белый. Так, 801 сюда. Диод сразу в коробку. Мусор. 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 КМ-ка сюда. Еще КМ-ка. Хоп. Еще КМ-ка. А это мусор. Фух. Так. Мусор. Цепись. О. Так. КТ пластмасса. Так. Это сюда. Это на мусор. Так, полубочонок. Опа. Мусор. 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 Вот это забираем. Это высыпаем. Фух. Так, все, короче, я пошел на паузу. Не могу. Так, в общем, продолжаем нашу нудную работу. Постараюсь побыстрее это все закончить. Просто что оно мелкое реально. Из-за того, что оно очень мелкое, КМ-ка, очень тяжело, конечно, с такими вещами работать. Вот. А зато для зрителей это будет очень познавательно в том плане, что они будут знать, что если у них есть такие детали, что их ждет, в принципе, да. Так, сейчас вот это достану. Это не КМ-ка. Так. Так, все, с этим закончили. А вот КМ-ка. Опа. Так. Транзисторс. Проверим. Так, полубочонок. Так, ничего нету. Так, вижу КМ-ку. Опа. Есть. Так, диод белый. Сюда. Так, это сюда. Это сюда. Так, вот этот заберем с желтым выводом. Так. Это сюда. Это
сюда. Полубочонки забираем. КТ пластмассу забираем. Так. Так, еще полубочонок. Так, есть. 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 КМ-ка. КТ пластмасса. По поводу вот этих сейчас покажу, почему я их выбрасываю. Потому что вот так. Чтоб не подумали, что я окукленные КМ-ки вдруг вздумал выбрасывать. Так. Мусор. Так, полубочонок. И мусор. Что у нас? 828. Ну, его вскрывать надо. Я его к тем кину. Так, вот эти сюда. Оп, КМ-ка сюда. КМ-ка сюда. Чтоб не достать, да? Так, еще КМ-ка, еще КМ-ка. КМ-ка. Так. К-52. КМ-ка. Полубочонок, полубочонок. Полубочонок. Еще полубочонок. Еще полубочонок. Так, транзистор, транзистор, транзистор. Вот такой вот еще есть. Мусор, мусор. КМ-ка, КМ-ка. Опа. Полубочонок, мусор, КМ-ка, КМ-очка, мусор и мусор. Так. Фух. Мусор, мусор. Так. Полубочонок, это мусор. Так, мусор. КМ-ка, блин, упала. Ну ничего. Так, полубочонок. 801. Мусор. КМ-ка. Так, транзистор. Вот он. Скорее всего, это, наверное, будет единственное такого рода видео на канале. Потому что еще одно я точно не осилю такого плана. Ну, либо оно должно быть очень интересным, чтобы я на такое пошел еще раз. Так, ничего. Полубочонок. Одного такого полноценного фильма, я думаю, будет достаточно для зрителей. Вот. Я не думаю, что многие осилят такое посмотреть еще раз. Но на один раз нормально, я бы сказал. Оп, КМ-ка оранжевая. Сейчас мы ее отсюда вытащим. Опа, ЛС-ка. Сюда ее.
Оп. Оп. Не, ну что, продвигаемся нормально. Много чего интересного можно узнать будет, в принципе. Так, КТ пластмасса. Оп. КМ. КМ. Так, тут ничего. Это мусор. КМки на базу. Так, гайку снимаем. Так. Сюда, сюда. Так, КМ-ка. Опа. Мусор, полубочонок. Мусор. Мусор. Полубочонок. Вот эти два сейчас глянем, что это у нас тут за маркировки. Это мусор. Так. К-53-4. К-53-1. О, этот можно откинуть. Первый попался за все время. Так, транзистор сразу можно забрать. Полубочонок можно забрать. Еще полубочонок. То есть все, что сверху вижу. СП3 39 89 года не проходит, надо до 87-го, чтобы были. Так. — 801. Так, это та же, наверное, песня, да? Тоже 89-й год. Так. Что это у нас? Конденсатор в мусор, в мусор, в мусор, в мусор. КМ-ку забираем. Это мусор. КМ-ка. КМ-ка. Мусор. КМ-ка. О, КМ-ок, да? Нормально. Если бы их тут не было, это было бы, конечно, очень печально, потому что КПД нулевое было бы с этой переборки, я бы сказал. Так. Так, оранжевую вижу. Опачки. Общая группка. Так, еще КМ-ка. Ну, в принципе, все. Так. Оп. Так, КМ-ка. КМ-ка. Нормально их тут сидит, этих КМ-ок, в кучке. Оранжевая КМ-ка. КМ-ка, КМ-ка. Полубочонка, КМ-ка. Вот так вот. Еще полубочонки. Еще полубочонок. Еще оранжевая КМ-ка. КТ пластмасса. Так, есть, выбрал. Так, насколько предохранитель? 5 ампер, не надо. На 2 ампера. Так. Оп, 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 оп. Вот так вот выбрали. А вот этот, оп, еще КМчанский. Опа, оранжевый. Так, тут в принципе все. Можно смести в руку. А вот полубочонок. Так. Ну, это нам, в принципе, уже и не надо. Все. Еще раз просею. Вот, полубочонок один. Затерялся.
И не только. Просеивать обязательно. Вот так вот еще нашлось. А это можно выкинуть. Фух. Так. Оп-оп-оп. Сразу улов. Уловчик. Я надеюсь, видео будет хорошее, познавательное. Очень сильно хочется в это верить. Так, это что у нас? КМ-ка оранжевая. Так. Транзистор. Еще оранжевая КМ-ка. Полубочонок. Зеленая КМ-ка. КТ пластмасса. МПшка. Не надо нам. Это нам не надо. Это не надо. Это не надо нам. Болтик нам не нужен. Так. Наловили, короче. Вот такое вот. Так. Этот можно сразу в коробку. Полубочонок. Полубочонок. Оп. Так, все, эту часть можно ссыпать. Полубочонок. Оп, нашел пластмассовый кондер домик. Так, ну, можно пересеять, в принципе, да? Все, ничего тут такого нету больше. Так, идем дальше. Сразу начинаем по КМ-кам выступать. КМ-ка, КМ-ка, КМ-ка. КМ-ка, полубочонок, полубочонок, полубочонок. Еще полубочонки. Вот так вот улетел. Так. КТ пластмасс. Полубочонок. КМ-ка. Полубочонок, полубочонок. Ну, так, прилично, конечно, по объему работы, конечно, капец. Я бы сказал. КМ-ка, полубочонок. КМ-ка. Вот такая жменька уже у нас есть. Приятная. Так. Еще полубочонок. А это можно уже все отсюда прибрать. Просеем так немножко слегонца. Короче, все, ничего у нас тут ценного нет. Высыпаем. Идем дальше. Полубочонок. Так, КТ пластмасса, полубочонок. КМ. КМ. Полубочонок. Полубочонок. КМ. Еще. Да, так удобнее. Просто когда куча была большая, я не мог
так сделать. А когда куча уменьшилась, уже так. КМ-ка домик. Вот такая форма у нее. Так, наловил, короче, друзей всяких тут. Так, вот такой вот. К-52. Сюда их. Так. Полубочонок. КМ-ка. 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 КМ-ка, блин, полубочонок. Вот так вот еще есть у нас тут. Еще. Еще. И еще. Так. Это вот так вот выглядит. Что он фокусировать собирается или нет? Короче, вот так вот выглядят болгарские КМки. Они такие вот. Вот. Не знаю, видно, не видно. Короче, вот так вот. Полубочонок, КМ-ка зеленая, КМ-ка оранжевая. 801. Погнали КМки, короче. Оп, 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 оп. Вот это не КМка, не путать. Это туда. Погнали, погнали, погнали. Оп, оп, оп. Внизу самый этот спрятался. Самый, короче, клондайк. Что у нас тут по году? 85-й год. Вот так вот еще их выбирать, да, там по годам проходных. А глаза ломать. Это уже все самостоятельно надо делать. Так. Мое дело только рассказать. Так, есть. Ну, какая здоровая КМ-ка оранжевая. О, такая вот. Даже не паянная. Так, 801 есть. Так. Полубочонок, полубочонок. Тут ничего. Мусор, мусор, мусор. КТ-пластмассу забираем. Транзисторы заберем. Так. Полубочонок заберем отсюда. Оп. Еще. Так, а ну-ка. Вот так вот. Есть. И теперь можно отсюда выбрать уже полубочонки. Все. Так, это сюда. Это сюда. КМ-ка. КМ-ка. Так, ну теперь можно уже по стандартной схеме пробовать выбирать. Так. Вот это заберем. Оп. Так, а это нам не надо. Полевичок желтенький. Это не надо.
этот заберем. Полубочонки сейчас выберу, которые вижу, чтобы потом меньше было работы. Так, полевичок. Такие вот. Так, оп. Это лампочка белая. Еще полевичок вот такой вот транзистор. Так. Так, в общем, тут у нас ничего уже нет. Оп. Эти надо отсюда отделить, чтобы они не... Так, вот еще домик один нашелся. Микруха, он же с видимой. Мусор. КМ-ка. Ну, а потом в конце видео мы просто рассортируем детали до того, ну, до того вида, в котором оно должно быть. И все. Что это у нас? К50 сколько? К53,4 не надо. КМ-ка надо. Полубочонок надо. Так, тут ничего. А тут мы заберем полубочонок и КМ-ку. Тут ничего у нас больше нету. Все, подходим мы к концу этого всего мероприятия. И останется там одна коробка еще. Так, КМ-ка есть. Еще КМ-ка. Еще КМ-ка. Так, тут у нас уже ничего нет в этом краюшке. Так, полубочонок. Это у нас что? К53,4. КМ-ка. Так, выловил КМ-ку. Полубочонок. Еще полубочонок. Еще полубочонок. КМ-ка. Раз, два. Полубочонки. Еще полубочонок. Так, еще КМ-ка. Так, ну в принципе все. Вот это отделяем, а вот это... Так, что оно к нам тут попало? Вот эти резисторы тоже сразу. Сейчас вот этот мусор весь сгребу отсюда по максимуму. Так. Это еще перебирать, а это будем понемножку ссыпать, просеивать и в коробку. Коробку. Так, погнали. Мусор, мусор, резисторы, мусор, 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 болтики, такие крупногабаритные эти. Так, этот мы в коробку сразу закинем. Вот такой вот домик здоровый попался. Так. Светодиод, КМ-ка, полубочонок. Вот это не домики, это просто диод. Так. Что
Что у нас еще имеется? Тут ничего. Полубочонок. 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 Еще 2 полубочонка. Да, занятие, конечно, серьезное. Ничего сегодня не получилось у меня другим посылкам добраться. То есть, получается, целый день уйдет на эту. Ну ничего, зато может классный видос получится, полезный. Буду надеяться. На данный момент пока еще идет запись, и пока подписчики будут это дело смотреть, а я еще на этом моменте не могу понять, как оно вообще зайдет, не зайдет. Попытка не пытка, будем пробовать, конечно. Ну, уже финиш, уже почти финиш с этой кучей. Так, отделили мы 2 кучи. Куча перебитая и куча не перебитая. Так. Вот так вот сделаю, чтобы было полностью видно. Вот такая вот, короче, тут кучка. Ничего уже в ней нету. Что это у нас? Это у нас не КМ-ка. Так. Ну и тут, в принципе, ничего уже нет интересного. Только один полубочонок. Сейчас я его заберу. Вот такой вот и все. Так. И осталось последний штрих, как говорится. Сейчас мы ее быстро размотаем, эту кучу. Так. Оп. Такая маленькая КМ-ка. Оранжевая. Ну, цвет просто желтый. Так. Вот она еще. Капец. Мелкая такое. Вот. Оранжевая маленькая. Полубочонок еще один. Ну и все. Показалось. Подумал, что КМ-ка, а то не КМ-ка. Так. Так, сейчас с этой кучкой сразу решим вопрос. Так. Есть. Все, в этой кучке ничего больше нет. И осталось это. Транзюк. КМ-ка. КМ-ка вот. Ура, наконец-то. Мы заканчиваем уже с этой кучей. Так. Так.
Все. Последние, как говорится, уже движения. Остались только полубочонки. Все. Я думал, это никогда не закончится. О, просто капец какой-то. Так. Вот этот мусор надо отсюда сыпать. Что это? Так. Куда бы ее положить, чтобы она не мешала? И вот эта коробка осталась. Загадочная коробка. Так. Да тут ничего такого и нет. Галетники. Вот такие вот. Не нужно оно. Вот такие вот галетники. Такая вот, короче. Такие разъемы. Не надо оно нам. О, вот это вот вкусный разъем. Желтый разъемчик. Папы. Так, это нам не надо. Панельки вот эти вот. Так. Что у нас тут еще один? Так, это мусор, все в срезку улетает, все в срезку. И один полубочонок. Фух, так. Так вот, такая вот у нас получилась, короче, обстановка. Так, что надо сделать? Ох, блин, вот это ящик хлама. Ящик хлама убираем. Вот это у нас получились диоды. Ну, тут кило где-то. Вот. Сейчас мы его взвесим, посмотрим. Эти весы, наверное, не покажут. Они до полуки, наверное, килограмма. Да. А вот эти весы покажут. Вот так вот пластмасску поставлю сверху. Ну, минус коробка, получается 800 грамм. Короче, на 80 гривен выбрал. Вот. Такое скажу. Скажу честно, ни о чем это. Напишу диоды. 80 гривен есть. Нас как бы не диоды интересуют. Нас вот этот кулечек интересует. Мы сейчас будем делать так, как положено. Все, это пустой кулек, он нам не нужен. Что мы будем делать, короче? Мы будем считать детали, вот как они должны были приехать, по идее, сюда. Так. Это новые на 8 ног. Раз, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Такие вот 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Фух, 23, 24, 24, 24, короче. Это новые детали. Мы их откладываем. Пишем 148N нов 23 на 50 равно 1150. Вот уже ощутимый результат с первого пакета. Так, что у нас тут делает? Это мусор. Так, идем дальше. Импорт. Вот это импорт. Раз, два, три, 4. Выбрать его сразу отсюда. Это не импорт. 5, 6, 7. Это нормальное. 8, 9. Тесла 10. Тесла 11. Тесла 12. 13. 14. 15. 16. Так, вроде импорта больше нет. Все, вот таких вот 16, короче, это импорт, все. Тесла там всякие вот такие вот, короче, SF, Тесла 16. Пишем импорт. Импорт 16 на 12. Есть. И в кулечек. В кулечек. Так, и откладываем. Так, идем дальше. Микросхема БУ. Раз, два, с припоем 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. Так вот пропустить. Потом вот это вот 16 бэушных микросхем. Так. Пишем 140 БУ
8n 16 на 35 равно 350. Короче, 210 и 350. Это сколько у нас получается? 210 и 350. 560. Так. Идем дальше. 630. Раз. Короче, эти тоже как 630 пойдут. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, значит, 12 штук пишем. 630 БУ 12 на 30 равно 360. Есть. Так, теперь 603 БУ. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Мусор. Тоже мусор. Еще одна такая, надо куснуть. Так. Мусор. Значит, получается 7. Пишу 603 БУ. 7 на 40 равно 280. Есть. Так, импорт сразу подобью. 120 и 72, 192. Есть. Так, идем дальше. Кулечек. Раз, два, три. Так, 3. 3 штучки. Это у нас 603 новый. 3 на 50 равно 150. Есть. Так, кулечек берем, идем дальше. Так, вот эти вот сюда переложу. Тут у нас пару белых, я их сразу сейчас раскушу, посмотрим. О, вот это сразу видно, желтый. И желтый. Так. Стабилизаторы пока приберем сюда в сторону. Будем заниматься полевиками. Бэушными сначала. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. О! Так, 31 есть уже. Так, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Пока 47. Фух. Сейчас я их запишу. Я их множить на сумму не буду. Я их напишу. Полевик БУ 47. Потому что будут еще вот с этой кучи. 47 плюс. Так, сделаю небольшую паузу. Вот. И продолжим. Так, в общем, взял я еще немного пакетиков. Вот такую крышечку на всякий случай. Сейчас новые полевики выберем отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. Не новые попались, но ничего страшного. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 полевичок. Это из новых. Так. Полевик новый. 31. Ну, напишу плюс. Мало ли еще попадутся. Так, вот эти я пока отложу в сторону. Что у нас тут? Одна вот такая микросхема. Ну, это 217 ЛБ. Вот. Я ее просто пока откину. Напишу 217 ЛБ. Желтая. 1 на 30. Есть. Так, теперь надо разобраться с этими. Это у нас односторонка. Это у нас тоже односторонка. Это односторонка. Односторонка. Вот тут белая, тут желтая. Это у нас пустышка. Это с радиатором. Это 600 какие-то там одна. Это пустышка. 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 Тоже пустышка, микросхема, пустышка, одна, вот двухсторонка, пустышка, односторонка, пустышка, пустышка, тоже пустышка, двухсторонка, это односторонка, это односторонка. Это пойдет у нас как, ну, как односторонка. Пусть идет, она там чуть-чуть дороже. Так, и это пустышка. Вот. И еще пустышка. Односторонка. Односторонка. И еще с радиатором одна. Одна память. И еще одна односторонка. Так, все, будем их считать. В общем, ну вот эту можно в пустышку записать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 пустышек. Пишу пустышка 13 на 14 равно. Так, есть. Теперь у нас идет односторонка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 штук. Пишу односторонка 11 на
25 есть. И в пустышку еще одну надо записать. То есть получается у нас их 14. 14 на 14. Так. И две односторонки. Ой, двухсторонки точнее. Вот такие вот. Оп-оп. Пишу двухсторонка. 2 по 60. Есть. Так. Идем дальше. Так, эти пусть пока тут лежат. Это пока сюда. Ну, это вот эти весовые, что были в начале. Я их вот сюда в коробку добавлю просто. Вот так вот сделаем. Я вот сюда 20-ку допишу. Равно 100. Все. Это у нас есть. И теперь нам надо разобраться вот с этой невзрачной кучкой. Как говорится, практически последний этап нашей работы. Так, приближу чуть камеру, да, чтобы поинтереснее было. Вот так вот сделаем. Вот, и начнем лупашить. Желтое. Вот так вот сделаем. Это большие, это КТ пластмасса будет. Желтое. Тут у нас 801. Вот такие вот, сюда их. Вот такое тоже. Оп. Вот это неприемный попался, 801. Так, идем дальше. Оп, это нормальный. Нормальный. Так, нормальный. Так, это у нас К-52. Сюда их буду ложить. Так, пакет с микросхемами. Пакет с микросхемами. Микросхемку сюда. Она видимая была. С видимой позолоткой. Так, а вот это не с видимой. Сейчас мы... Хоп, она у нас белая. Мы ее в мусор. Так, АЛС-ка одна штука. Так, КМ-ки должны быть под корень. Мы их вот сюда будем складывать оранжевые. Оранжевых тут немного, в принципе. Вот. Вот так вот. Так, это сюда. Это пусть тут будет. Так, ну самое такое, да, самое крупное это у нас КМ-ку обгрызть, конечно, ножки. Вот. Оп. Так вот. Так, с 801 почти закончили. Есть.
Есть. Вот так вот. И один тут уже скусанный лежит. Вот так вот. Так. Вот этот сразу. А, это диод, короче. Это не приемка. Так. Что у нас теперь получается по плану? Посчитать вот эти вот 801. Они у нас по гривне 50. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук. Пишем. 801, 16 на 1,5. Короче, дешевая позиция, очень дешевая. Так, что у нас теперь? Ну, теперь будем все по ходу дела, да? Белый. Белый. Желтый. 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 Тоже желтый. Сейчас я их выберу с кучки, чтобы проще было. Так. Погнали. Желтый. 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 Белый. Выкидываем. Желтый. Не повезло. Белый. Выкидываем. Так. Теперь у нас крылатые микросхемы тут в коробке. И пару транзисторов. Так, это то, что у нас в коробке было. Сейчас мы эти раскусим. Желтый. А это у нас белый. Не фарт. Так, и их считаем тогда сразу. Так, получается раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так, это кусок ножки. 17. Пишем КТ пластмасс 17 на 8. Есть. Так. Вот этот надо раскусить. Белый. Выкидываем. Вот эти два у нас больше подобных нету. Я пишу 630 белые. 2 по 20 напишем. Так. Ну, я не знаю насчет отдельного пакетика для них. Чересчур для них много. Я их так положу без пакета. Так, АЛС-ка одна. Пишу АЛС 333. 1 на 25. И убираем ее к этим. Так, теперь получается у нас вот эта коробка. Коробка, да? Нам с нее надо выбрать вот эти вот ребята. Вот этих ребят. Так, нету больше, да? Пока пусть тут побудут. Я сейчас остальных туда доклацаю. Так.
Есть тут еще такие? Нет, таких тут больше нету. И мы их в отдельный пакетик и в очередь к микросхеме рядом ложу, где полубочонки микросхемы. Это у нас пойдут на взвешивание. В очередь на взвешивание. Так, теперь у нас получается эти остаются полубочонки. Вот такие вот они. Насчет вот этих диодов я, конечно, не знаю. Я их сейчас как-то напишу. Конечно. Ну, смысла вообще не было мне их даже выбирать их на самом-то деле. 5 штук их получилось. Я даже не знаю, сколько их там. 5 гривен. На 5 гривен, короче. Так, идем дальше. Сейчас буду накусывать полубочонки. Это нудная процедура. Я, наверное, не буду их накусывать. Вот эти у нас пойдут на вес. Я их сейчас сразу взвешу. Пакет 2 грамма весит, а те мы просто поштучно посчитаем, потому что реально будет долго. 9,5 минус 2 грамма пакет, 7,5 грамм. Это у нас получается где-то 40 штук, если на вес перечислить на вес. Короче, условно, да, берем, у нас есть 40, и мы погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Огромная просьба присылать полубочонки со срезанными ногами под корпус. 11, 12, так, 52, короче, было 40, 52, 53, 54. Так, камеру немного вот так вот сделаю. Вот так получше будет. 54, 55, 56, 57, 58, 60, ё-моё, 61. Это у нас что надо будет проверить? Так, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 уже. Так. Ну, неплохо, что я скажу, неплохо. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Мусор какой-то попал. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137. Ух, 137. 138, 139, 140, 141, 142, 143,
145, 146, 147, 148, 149, 150. О, 150. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Так, один попался. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 78, 179, 180, 181, 182, 183. Это белая лампочка. 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192. Мусор какой-то. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228. Фух, аж всплывается все уже, эта картинка. Так. Зато вы будете знать, чем я сегодня занимался целый день и почему я никому не распаковал посылки. Так. На очередь на какое взвешивание, уже совсем туплю. Полубочонок 228 на 1,3, и мы его убираем к посчитанному. Так, что я хочу сказать. Вот этот разломаю, белый. Так, отойду-ка я на паузу, отдохну немного, буквально минут 10, надо размяться. Так, продолжаем. Продолжаем. Желтенький. Где они у нас тут? Добавляем 18, исправляем на 18. Так, есть. Теперь, короче, вот это все, что в коробке, я просто сюда высыплю. Так, сейчас я поставлю на паузу, возьму еще пакетиков побольше. Продолжаем наше видео. Взяли много пакетиков. Так, короче, буду делать все в таком хаотическом порядке. Короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 302 релюх. Пишем РС 10 302 9 на 50. И у нас есть одна РС 9 201. Не помню, 150, по-моему. 1 на 150. Вот так вот у нас есть. Этот мусор везде валяется, блин, капец. Так. Что у нас еще? КТХ одна. КТ сколько? 808. 1 на 60. Так вот подчеркиваем, что это уже итоговая. Так, есть.
Так, переменники. Короче, 2 по 15 и 2 по 8. 30 и 16 это у нас получается 46. Еще, по-моему, переменники были. Были еще переменники. 46 плюс 5, 51. 51. И 51 и 100, 60, 60, 60, 180 и 51, 231. Пишу. Так, больше ж нет переменников, чтобы не возвращаться потом к этому ко всему. Пишу резисторы. Резисторы 231. И в кулечек их. Релюшка вон одна лежит. Упустил я ее. Так. Хоп. Есть. Так, еще одну релюшку надо записать. Где у нас тут 9? У нас получается 10. 10 и сразу сумму напишу 500, чтобы не ошибиться потом. Так, тут у нас 150 конечная, тут 500 конечная. Так, вот эти две микрухи, они у нас по 100. Пишу металл, микросхемы металл 200 гривен. Есть. Так, ну, тут у нас еще платка. Эту микросхему я попробую сейчас снять плоскогубцами. Расшатаю ее вот так вот, она должна вылезти. Есть, это нам не надо. Что мы делаем дальше? Мы эту кусаем. Она у нас белая. И этого кусаем. Этот у нас желтый. Так, микросхему выбрасываем. Этого дописываем. Дописываем. Вот так вот. КТ пластмасса. Зачеркиваем. Пишем 19 на 8. 19 на 8. Есть. Так. Этот у нас, короче, К52, К52.2. Большой, маленький. Пишу К52.2. За оба, короче, 110 пишу. 110. Есть. Так, вот эти каушки. Ну, я их в среднюю стоимость возьму. Сколько у нас их тут получается? 3. Так, не 3. Вот так вот. 3 таких. И один был с пластинкой. Где он тут? Где с пластинкой-то делся? А, вот он. И вот такой с пластинкой. Короче, пишу 4 на 3 будет 12. Пишу КУ-101 12. И ложу их просто. Так. Вот эти вот переключатели VDM 1.4. Не помню, сколько там за контакт идет. По-моему, дизерин контактная группа. Короче, тут у нас получается 8 и 8 и 8. Не знаю, потом, может, исправлю. Короче, напишу VDM. У нас получается или 5, по-моему. 2, или 2 гривны. Пусть будет 3 гривны. Одна нога. Не контактная группа, а нога. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 8. 16. Пишу 16 на 3. Я думал, вот так вот они будут по 10 раз. А лучше по одной ноге посчитаю просто и все. Так. Потом белые 603. 1, 2, 3, 4. 4. Все, больше нету. 603 белые. 4 на 25. Это у нас 100. 100. И мы их
закидываем в пакетик. Есть. Так. Ну, вот этот у нас К-53-1, одна штука. Я его откину в сторону. Так, теперь нам надо разобраться с белыми транзисторами. Обязательно. Желтый он видно. Так. С ними надо обязательно разобраться. Желтый. Этот у нас и так желтый полностью. Так, это желтый, желтый. Желтый. Так, желтый полностью. Этот уже кусанный. Этот полностью желтый. Эти проверять, эти кусанные. Вот так вот. Делаем все по правильному. Домики сразу отложу. Их тут немного. Совсем чуть-чуть. Резистор попался. Мусор. Так, вот кусанный один. Положим его сюда. Тоже не заметил. Так. Это на проверку. На проверку. На проверку. Этот скусанный уже. Этот скусанный. Ну, я их все кусать не буду, потому что они все должны быть желтыми. Потому что тут белых и не попадалось, в принципе. Вот такие вот они все. Так. Короче, остались только КМ-ки у нас тут в куче. Сейчас я ее так вот загребу все в одно. Короче, вот такая вот кучка КМ-ок осталась. Так. А вот эти под проверку. Вот этот обязательно надо черный проверить, непонятный. Он белый. Вот. Так, есть. И с высокими крышками надо обязательно проверить. Желтый. Плохо видно. Желтый. Так. Короче, все они желтые у нас. Если отправляете такие транзисторы, обязательно скусывайте шапки, чтобы вот так вот было. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 штук. Вот так вот. Пишу. Полевик белый. 36 на 9. Так, получается у нас КТ пластмассу одну надо дописать. Получается у нас их 20 на 8. Это 160. Есть. Да, фильм, конечно, очень долгий получится. Очень долгий фильм. Так. И 3 полевика. Полевик БУ 50. Получается у нас 50 на 18. Это у нас получается 900. Есть, отлично. Все у нас отлично. Так. Вот они бэушные. Все это можно закрывать.
подходим уже просто реально к концу. Так, это скусываем ноги с этих обязательно под самый корпус. Так, скусили под самый корпус эти. Кучка уже у нас готовая. Так, ну полубочонок один попался. Там еще был один. Сейчас, может, еще тут какой-то попадется. Короче, вот сюда пишем. Плюс 2 гривны, короче, пишем. Вот так вот. Так. Сейчас сразу выберу болгарские КМки. Вот эти вот. Чем они отличаются от обычных болгарских? У них такой корпус такой трухлявый. В общем, так. Оранжевые сейчас сразу забацаем, так как их меньше. Вот, сделаем оранжевые, короче. И останутся чисто только зеленые. Чисто зеленые КМки останутся. Вот, корпус, всегда ноги под корпус обрезайте. Вот. Чтоб не было никаких моментов, нюансов. Вот, и будет все хорошо. Короче, нормально все у нас получилось, я так скажу. Так, вроде оранжевых больше нет, осталась вся зелень, капец, с ногами. Просто жесть. Так, я в стандартный пакетик. Остались стандартные пакетики? Не остались. Значит, оранжевым предстоит лежать. Будем тарить пакетики. Вот. И взвешивать. Вот вам и работа такая получается. КМки, вот это грызть, ноги вот эти. То есть, ну вообще по правильному, да, вот если по правильному. Если не брать в разряд, там типа контент, все дела, инструкция, видео, фильм, то приемки не должны этим заниматься в принципе. Вот. Ну, а так, в принципе, нормально. Ради материала можно, конечно, сделать это все. Фильм. Я уже придумал название. Фильм про детали. Вот это, блин, изоляция на КМке, конечно. Вот это вот, блин. Да неужели? Немало тут таких, я бы сказал, которые в этот обернуты в полиэтилен. Обернули их в полиэтилен. Полиэтилена этого быть тут не должно. Вот так вот. Тут нету вроде как. Интересно, сколько грамм получится. Грамм, наверное, грамм
до 40, наверное, 35-40. Ну, посмотрим, как оно будет. Мои предположения в районе 35-40. Ну, может, конечно, больше, но значит, что я вообще, блин, не угадал. Ну, вообще лотерея это плохо. То есть все должно быть по факту. Заниматься угадываниями тоже не очень хорошо. На паузу отходил подписчик, пишет, говорит, знаете, я, наверное, говорит, лучше вам отправлю. Я вам, говорит, доверяю. Ну, в принципе, ну, есть, немало есть приемок, которые принимают, которым, в принципе, ну, нет повода не доверять, но главное, что если вы не сильно разбираетесь, то в этом плане, может, конечно, и мне лучше, но лично я считаю, что лучше сделать все как у меня по видео, все расфасовать, самому посчитать, тогда уже отправлять, тогда вообще класс будет, супер, быстро это все считается, все четко, вы знаете, что вы отправляете, на какую сумму, и в принципе, имея вид посылки, ну такой хороший подготовленный вид посчитанной посылки, вы можете отправлять куда угодно, в принципе, как бы, ну, вас никто нигде никогда не обманет. Вот. У меня видео чисто на обучалке. То, что я принимаю, это понятное дело, но я никогда не говорю, чтобы люди отправляли обязательно мне, потому что я, ну, физически просто не успеваю, поэтому как бы даже еще. Это так, это, ну, ну как хобби, вот, детальки вот эти там, ковыряться, там, перебираться, там, принимать. Как бы основное направление металл, там, вот. А детали это так, ну, дополнительно просто. Вот. Просто мне нравится снимать фильмы про радиодетали, поэтому как бы в этом мой плюс. А так в целом вообще, то есть ситуация такая, что эти детали это не новые, как говорится, не новое открытие. Вот. Кстати, руками тоже эти выводы нормально обламываются. Но я уже взял кусачки, пусть будут кусачками. Очень вот эта вот работа такая, блин, как это сказать, выматывающая, вот эти ноги грызть. Очень выматывает грызть вот эти ноги, реально. Капец, хоть бы успеть видео выложить. Если оно выложится сегодня, это будет супер, конечно. Его же еще обработать надо, создать, это же все, сшить там все вот это, блин. Мне уже под конец видео просто уже даже говорить не могу, уже все, это уже называется финиш. Надо быстрее заканчивать. Надо быстрее, быстрее, быстрее. О, опять завыло. Так.
Я, наверное, сейчас КМ-ку догрызу. Еще одну паузу последнюю сделаю. Фух, и все. Самому интересно, что получится за фильмец такой про радиодетали. Я-то его еще раз посмотрю, конечно, потому что я буду видео делать, мне в любом случае придется все это сделать. То есть просто смотреть заново, все это проверять, там сшивать, короче. Вот. Смотреть его во второй раз я уже точно не буду. Вот. Ну, единственное, там, если вдруг какие-то сноски в комментариях будут, я, конечно, буду заходить там, смотреть по временным рамкам. Вот. Опять это в пленке, блин, фигня. Сильно было бы, если бы, допустим, все такие КМки были в пленке. Я бы тогда не знаю. Я даже не знаю, что бы тогда было, конечно. Ну, я так на секунду представил, а если бы все были в пленке? Вот это где, конечно, была бы жара. Блин, осталось мало, а такое ощущение, что просто как будто их еще, как будто они и не заканчиваются, хотя я понимаю, что их реально мало осталось. Было в несколько раз больше. Вот вообще, я вот так вот бывает, когда у меня, ну так вот проще, особенно мелкие. А если вывода короткие, тогда уже нет. Тогда уже не совсем это удобно. А вот если КМки маленькие, их удобно вот так вот руками. Оп, оп. Даже если вот кусачек нет у вас, то в принципе обработать КМки можно и руками. Не обязательно иметь кусачки. Просто если вывод короткий, реально очень неудобно обламывать. Вот, поэтому я все-таки кусачками продолжу, потому что вывода короткие, неудобно. И очень удобно, когда две ноги торчат вниз, а не по бокам. Можно сразу одним махом две ноги срезать. А когда вот так вот по бокам, приходится сначала одну, потом вторую. Короче, та еще, блин, песня. Не помню вообще, когда последний раз вообще такое было, чтобы я такое количество КМок вручную грыз. Вот так вот. Это я даже такое и не вспомню. Реально. То есть я-то привык принимать, они приезжают уже готовые, без выводов. То есть взвесить, да и все. Редко очень какие-то нюансы бывают, там, что выводы остаются, там, или там короткие просто пеньки торчат недосрезанные. А так всегда в основном, вот, как говорится, да, твоя задача принимать молча. Ну, вот я и принимаю так.
Вот это класс. Одним этим сразу две ножки. Фух, реально тут фигня их осталась. Все, сейчас доламываю ноги. Иду, делаю паузу буквально сколько там. Сколько мне надо? Минут 10. Мы взвешиваемся и подбиваемся. Блин. После такого длинного видео, что будет завтра, я даже не знаю. Хватит у меня энергии сделать материал. Как там говорят, если режиссер слишком часто снимает, он потом уже начинает снимать всякую белиберду, правильно? Поэтому надо подходить к этому вопросу с максимальным количеством энергии, как говорится, вдохновления, вот, чтобы было все классно. Снимать-то можно каждый день классные видеоматериалы, но если прям вот чересчур перебарщивать, то можно реально лучше стабильно снимать что-то нормальное, чем допустим, перебарщивать, и у тебя будет там сначала супер видеоматериал, потом какая-то фигня, которую никто не будет смотреть. Лучше в среднем в балансе это все держать. Вот, и последняя КМ-ка у нас осталась. Фух, слава богу. Капец, вот это да, вот это движ. Я и не думал, что мне придется это все делать. Я просто даже не рассчитывал на это. Честно скажу. Так, ведро. Фух, все, вот это все, что у нас осталось. Раз. Стабилизаторы. Короче, разъемы. Все, вот это вот последний штрих. И вот это взвесить. Вот это взвесить. Все, я тогда на паузу. 10 минут. И мы добиваем это все. Ну, погнали. Последний штрих. Так. Поехали. Вертолет. Пишу. Вертолет. 150. Есть. Стабилизаторы. 4 штуки. Пишу. Стабы. 4 штуки. Это у нас 400 гривен. Так, потом 2 с радиаторами. Радик. 2 по 50. Это 100 гривен. Потом вот такая память. 100 гривен. Пишу. Память. 100. Идем дальше. Ну, вот эти вот малыши, я не знаю, я напишу их там 20 гривен, короче. Пишу мелкие КТшки. Это высокочастотники, 20 гривен. Так, и разъемчики по 12 гривен нога, это у нас с папы. 30, я так понимаю. Сейчас я проверю. Лучше проверить. 5 и 5, 10. Сейчас, короче, 5, 3 и 1. 12, 3 и 1. 19, 5, 24. 29, 32 и 32, 64. Пишу 2 РМ. 34 на 12. Так. Весовые позиции.
весовые позиции. Сейчас будем весить. На пакет 2 грамма. Пишу, ну напишу ее как 155, да, 155, это у нас получается 73, короче, на 4. Есть. Ну, на этот пакет 1,5 грамма. Так. К52,1. К52,1 у нас получается, короче, 14 грамм. 14 грамм на 13. Есть. Так, теперь мы будем разбираться с вот этими КМ-ками. Пакет тяжелый. Тяжелый пакетик этот. 2,15. Тарим. Так, вот эту пока мы вниз скинем. Вот так вот скинем ее вниз, чтобы чисто зеленка осталась. Так, это мусор. Вот так вот. Ну так, по весу, наверное, грамм под 40, мне так кажется. Почти угадал. 49 грамм, короче, пишу. КМ зеленая. 49 на 48 равно. Так, есть. Теперь у нас оранжевая будет. Тарим. Тарим. Оранжевую. Оранжевая совсем немножко. КМ ОР 8,7 на 38. Есть. И остаются вот эти позиции. Домиков у нас получается домик равно по 13 гривен грамм, 13, двадцатка, короче. И болгарин. И болгарина у нас 2 на 40. И болгарина на 40 по 21 грамм. Фу, вот это просто жесть. Это жесть. Так, я тогда ставлю на паузу. Подбиваю общую сумму, потому что в уме я не подобью. Это нереально. И мы продолжим. Так, в общем, итоговая сумма у нас получается 11 615 гривен. Я вот так вот на видео тетрадку зафиксирую. То есть, кто хочет, может, в принципе, очень много подписчиков, кто проверяет на ошибки. Поэтому, в принципе, можете, давайте сверимся, да, что получится у вас, что вышло у меня. В общем, вот такой вот у нас получился мега огромный фильм в воскресенье. Не знаю, у кого после вчерашнего праздника будет вообще силы это смотреть. Я надеюсь, у всех, у всех. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Жду всех постоянных зрителей, подписчиков, новых зрителей. Жду всех сегодня на просмотре фильма. Всем желаю хорошего вечера, приятного просмотра, хорошего дня. Всем спасибо, всем пока.